Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такой вот классический детский берет. Как данный берет смотрится на голове ребенка, обязательно в начале видео я вставлю фотографии. Диаметр моего берета у меня получился 25 сантиметров. И вязала я его на окружность головы где-то 49-53 сантиметра. Перед тем, как приступать к вязанию, давайте вначале разберемся вот с самой конструкцией берета и как вам связать вот данный берет на большую или меньшую окружность головы. Наш берет состоит, если мы его посмотрим, из резинки. Дальше после резинки мы будем делать прибавки. Вот они видны, наши вот эти прибавки, клинья. Далее после прибавок мы провяжем небольшой участок, просто провязывая все петли лицевые по кругу. И далее приступим вот к вязанию наших убавок. Давайте сейчас все измерим это в сантиметрах. То есть смотрите, моя резинка идет 2,5 сантиметра, провязана в высоту. Прибавки мои идут вот где-то 5,5 сантиметров от резинки занимают прибавки. Дальше вот этот участок от прибавок до убавок 2,5 сантиметра, то есть участок от прибавок до убавок, где мы просто провязываем все петли лицевые по кругу. И дальше идут мои клинья убавочные. Так, и теперь вот от нашей вот этой вот центральной пимпочки, назовем ее так, вот эти убавочные клины у нас идут по длине, где-то примерно 11,5 сантиметров. То есть если мы сейчас эти все цифры сложим, то есть 2,5 резинка, 5,5 это клины прибавки, 2,5 это просто все петли по кругу, и наши вот эти вот клины убавочные, высота моей беретки сейчас получается 22 сантиметра. Перед тем, как приступать к вязанию берета, мы должны вначале связать будем, как я сказала, резинку. Если вы данный берет планируете вязать на другую окружность головы или из другой пряжи, вот нежели я буду сейчас вязать в мастер-классе, тогда вам вначале нужно связать небольшой образец резинкой 1 на 1 для того, чтобы понять, сколько необходимо вам набрать петель именно на резинку, так чтобы она сидела по голове хорошо и потом не сползала на глаза. И после того, как мы с вами определимся с количеством петель, набранных на резинку, далее в процессе вязания я буду говорить, сколько нужно делать прибавку вот на наши вот эти клинья. И далее по ходу вязания принцип вязания беретки вы уже поймете. То есть в любом случае сначала вы должны определиться с количеством набранных петель для нашей резинки, вот в нашу беретку. Дальше вязать, как я сказала, я буду вот из пряжи Alize Baby Wool. Вязать я буду в 2 нити. Значит, это у нас идет 50-граммовый моточек и метраж 175 метров на 50 грамм. По составу 40% шерсть, 40% акрил и 20% бамбук. Также нам еще понадобятся круговые спицы. Для резинки я буду использовать спицы круговые на леске. Длина 40 сантиметров от кончика до кончика, диаметр спицы 3 миллиметра. И вот этот основное наше полотно берета я буду вязать на спицах 3,5 миллиметра. Поэтому, если вам нравится данный берет, предлагаю связать его вместе со мной. Готовим пряжу, берем спицы и приступаем к вязанию. Вначале мы должны набрать петли. Петли я буду набирать на 2 спицы. То есть я сейчас беру спицу 3 миллиметра. Это тот вот диаметр, которым я планирую сейчас вязать резинку. И дополнительно я еще взяла обычную чулочную спицу. Не толстую спицу нужно взять. Вот в моем случае это номер 2,5 миллиметра. И вот эти 2 спицы я складываю между собой. И вот обычным способом с помощью длинного хвоста я сейчас на спице набираю 90 петель. Это для провязывания моей резинки и плюс 1 петля для того, чтобы соединить наше вязание в круг.
То есть итого мы сейчас с вами набираем 91 петлю. Итак, на спице я набрала 91 петлю, чулочную спицу я выняла. Для чего мы набирали на 2 спицы? Для того, чтобы вот этот наборный край у нас был эластичный и хорошо одевался на голову ребенка, чтобы он не был сильно тугим. Теперь мы вязание должны соединить в круг. Значит, в правой руке я держу спицу, на которой у меня расположены рабочие ниточки, вот эти все. В левой руке я держу спицу, вот где у меня никаких кончиков нет. Далее я правой спицей снимаю первую петлю вот с левой спицы. И дальше левой вот этой спицей я снимаю петельку, на которой у меня вот расположены все вот эти рабочие кончики. Вот я ее снимаю, переснимаю через только что снятую вот эту петлю с левой спицы и спускаю. Кончики я наши подтягиваю и петлю обратно возвращаю на левую спицу. Вот мы соединили наше вязание в круг. Теперь будем приступать к вязанию резинки 1 на 1. То есть одна петля у нас будет идти изнаночная, одна лицевая. То есть вот первую петлю я вяжу изнаночную в первом нашем ряду, и изнаночные и лицевые петли я буду вязать за переднюю стенку петли. Вторую петлю я вяжу лицевую, одну изнаночную, одну лицевую. То есть сейчас смотрите, таким образом, провязывая одну петлю изнаночную, одну лицевую, мы вяжем резинку 8 рядов или 2,5 сантиметра, если ваша плотность отличается от моей или вы вяжете из другой пряжи. То есть встретимся после того, как наша резинка будет вот в высоту 2,5 сантиметра, ну или в моем случае я сейчас буду провязывать 8 рядов, резинку 1 на 1, одна петля лицевая, одна петля изнаночная. Итак, я закончила вязать резинку. Как я сказала, я провязала 8 рядов, или если мы сейчас измерим, это у меня получилось, ну вот где-то 2,5 сантиметра. После того, как наша резинка готова, мы сейчас будем приступать к вязанию основного полотна нашего берета. Но перед этим давайте все это для наглядности мы с вами сейчас запишем. То есть мы на нашу резинку набирали 90 петель. Плюс 1 это для того, чтобы соединить наше вязание в круг. И мы с вами сейчас провязали 8 рядов или 2,5 сантиметра. Наша беретка будет состоять из 7 клиньев. То есть сейчас мы берем наши 90 петель и делим их на 7 клиньев. И это у нас получается где-то там 12,85 примерно сотых. Теперь мы это все давайте нарисуем. То есть вот идут наши петли по кругу. Это мы сейчас все делим на 7 клиньев. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Просто схематически. И то есть таким образом у нас в каждом вот из этих секторов, вот один сектор, второй, третий и так далее, получается 13 петель. 13. И в одном секторе 12 этих петель. И сейчас мы просто, когда будем провязывать первый распределительный ряд, где будем отмечать все вот эти вот сектора нашими маркерами или ниточками контрастного цвета, вот в одном секторе добавим просто одну петельку. Поэтому вот я подготовила 7 ниточек контрастного цвета, беру спицы сразу на пол размера больше, то есть в моем случае это номер 3,5 миллиметра. И сейчас мы приступаем к вязанию первого распределительного ряда. Сейчас мы должны провязать 13 петель, все петли в этом ряду, и во всех последующих мы будем вязать лицевыми. То есть вот мы вяжем 13 лицевых петель. Вот у нас идет 12, 13. После чего вешаем сюда, вот в моем случае, ниточку контрастного цвета и продолжаем опять вязать 13 лицевых петель и вешаем маркер. Давайте сразу в этом секторе сделаем вот эту одну необходимую нам прибавку. То есть вот я вяжу 1,
2. Вот мы 2 петли провязали, и пускай мы сейчас сразу же сделаем прибавку из этой, к примеру, изнаночной петли. Здесь на самом деле разницы такой принципиальной нет, где мы будем делать эту прибавку. Вот наша изнаночная петля. Я эту петлю сначала провязываю вот за заднюю стеночку петли лицевой петлей, и сразу же, петельку не снимая, провязываю эту петлю за переднюю стеночку петли, также лицевой петлей, после чего вот эту петельку я сняла. Вот сделали одну прибавку, все, то есть у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот 13 петель. И снова вешаем ниточку контрастного цвета. То есть таким образом довязываем этот ряд наш до конца, вешаем маркер через каждых 13 петель. Прибавку эту мы уже, вот видите, сделали. То есть дальше вот 13 петель ниточка контрастного цвета, 13 петель ниточка контрастного цвета. Итого в конце у нас должно получиться 7 клиньев. Итак, я закончила вязать первый распределительный ряд. Сразу же в этом ряду я перешла на спицы вот на пол размера больше. Все клинья я отметила маркерами контрастного цвета. И смотрите, 7-й наш клин, он у нас как раз будет идти напротив начала нашего ряда. Я отметила маркером другого, ну или вот в моем случае ниточкой другого цвета, просто чтобы мы дополнительно еще видели, где у нас идет начало нашего ряда. И после чего мы с вами будем приступать к вязанию второго ряда нашего основного узора. И во втором нашем ряду мы будем делать прибавку вот как раз таки там, где у нас идут наши клинья. То есть мы вот вяжем все петли, вяжем лицевыми до нашего первого маркера. Вот я довязала до нашего маркера 13 лицевых петель, и теперь мы будем делать прибавку. Прибавку я буду делать из вот этой вот протяжки, которая у нас образовалась вот при провязывании петель вот 13 и 1 петли после маркера. То есть я поднимаю эту протяжку вот и одеваю на спицу. Эту протяжку я одеваю так, вот видите, чтобы вот короткая стеночка была впереди, а длинная стеночка этой протяжки была сзади. И эту протяжку я сейчас провязываю лицевой петлей вот за короткую переднюю стеночку. Вот мы сделали первую нашу прибавку, и в этом секторе у нас уже получилось не 13 петель, а 14. Маркер или ниточку контрастного цвета перебрасываем на правую спицу и опять все петли вяжем до нашего следующего маркера лицевые. Опять мы дошли до следующего нашего маркера. Поднимаем нашу вот эту вот протяжку, одеваем ее на спицу, и вот за переднюю вот эту вот короткую стеночку петли я эту протяжку провязываю лицевой петлей. Опять маркер перебрасываю на правую спицу и продолжаю вязать до следующего нашего маркера. То есть таким образом мы этот ряд сейчас довязываем до конца. Сейчас мы сделаем вот прибавку вот здесь около этого маркера, вот здесь около этого маркера, здесь и около вот этого маркера, который у нас обозначает начало нашего ряда, мы также вот здесь сейчас сделаем прибавку, так как это у нас идет не только начало нашего ряда, но и наш 7-й клин. Итак, я довязала второй ряд до конца. Около каждого нашего маркера я сделала прибавку. Вот здесь тоже эту прибавку сейчас провязала. Маркер, который обозначает вот начало нашего ряда и 7-й наш клин, я перебрасываю на правую спицу и приступаем к вязанию третьего ряда. Третий ряд мы будем провязывать все петли лицевые. То есть в нечетных наших рядах мы никаких прибавок делать не будем. Мы все петли будем провязывать по рисунку, ну, или соответственно просто лицевыми они у нас идут. И в предыдущем ряду мы сделали прибавку, то есть в нашем каждом клине у нас сейчас получается 14 лицевых петель. Поэтому довязываем вот наш
третий ряд сейчас до конца. Третий ряд я закончила вязать, и теперь опять в четвертом нашем ряду мы снова будем делать прибавку в наших клиньях. То есть теперь мы вяжем до нашего маркера 14 лицевых петель. Вот 14 петель лицевых я провязала, и опять из нашей протяжки вот этой мы снова делаем прибавку в этом нашем клине. Вот так. То есть одеваю нашу протяжку, чтобы вот короткая стеночка нашей протяжки была спереди. И эту протяжку я провязываю лицевой петлей за вот эту вот как раз таки переднюю короткую стеночку, так, чтобы здесь не образовывалось никаких дырочек. Маркер перебрасываю на правую спицу и опять вяжу 14 лицевых петель до нашего следующего маркера. Вот я провязала 14 петель, опять эту нашу протяжку вот одеваю на спицу и провязываю за короткую переднюю стеночку лицевой петлей. То есть вот таким образом мы довязывать сейчас будем с вами четвертый ряд с нашими вот как раз таки прибавками. Давайте сейчас это все для наглядности тоже запишем. Мы сейчас с вами провязали первый распределительный ряд. И у нас после провязывания первого распределительного ряда получилось 7 клиньев, и в каждом клине у нас получилось по 13 петель. Дальше мы с вами провязали второй наш ряд, и во втором нашем ряду мы сделали в каждом клине по одной петли прибавки. То есть итого, когда мы сейчас с вами провязывали наш третий ряд, у нас в каждом клине получилось 14 петель. Сейчас мы начали с вами вязать четвертый ряд, и в четвертом нашем ряду мы снова делаем в каждом клине по одной петли прибавки. Клиньев у нас этих 7, напоминаю. И когда мы приступим опять к вязанию нашего сейчас пятого ряда, у нас в наших клиньях получится по 15 петель. То есть таким образом мы наши прибавки будем делать во всех четных рядах. То есть вот второй ряд, четвертый, шестой и так далее. Все нечетные ряды мы будем провязывать просто все петли лицевые по кругу. Теперь, как же понять, сколько нам нужно сделать наших прибавок для нашего берета? Я сейчас вам скажу, как делаю это я. То есть, смотрите, для нашей резинки я набирала 90 петель. Дальше я наши 90 петель делю напополам. И это у меня получается 45. То есть я буду делать прибавку вот половину петель от того числа, которое вот мы использовали для провязывания нашей резинки. То есть вот на резинку я набирала 90 петель, делим напополам. Это я должна сделать прибавку примерно 45 петель. Теперь мы эти наши 45 петель, естественно, должны вписать вот в наши 7 клиньев. То есть это получается, я наши 45 петель делю на наши 7 клиньев. И это у нас получается не целое число, там где-то 6,4. Я буду округлять в большую сторону. То есть я буду в каждом нашем клине делать прибавку по 7 петель. То есть я беру 7 наших прибавок, которые мы должны сделать. То есть вот я округлила в большую сторону. 7 умножаю на количество наших клиньев, тоже у нас их 7, и это у нас получается, мы сейчас должны прибавить 49 петель. Теперь давайте это все распишем по-быстрому в рядах. То есть вот это идет наша первая прибавка, это идет наша вторая прибавка. Дальше в шестом ряду мы сделаем еще одну прибавку. И седьмой ряд, когда мы будем провязывать, у нас уже получится не 15 петель, а 16 петель в каждом клине. Так, дальше восьмой ряд. Тоже вот прибавка плюс 1 петля. И в девятом нашем ряду у нас получается уже этих петель 17. Дальше 10 ряд.
четный ряд тоже плюс 1 петля в каждом клине. И в 11 нашем ряду у нас уже этих петель получается 18. Дальше в 12 ряду мы снова делаем прибавку. И в 13 ряду у нас уже этих петель получается 19. Дальше 14 ряд, опять плюс 1 петля. И в 15 ряду, где мы будем провязывать все петли по рисунку, у нас получается в каждом клине по 20 петель. То есть итого у нас вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 прибавок. Или что будет соответствовать 49 петлям. То есть сейчас каждый из нас вот по вот этой схеме провяжет вот 15 рядов. Так, чтобы в каждом клине у нас получилось по 20 петель. То есть напоминаю, мы сейчас с вами вяжем 4-й ряд. Еще раз давайте покажу, как мы делаем наши прибавки. То есть вот мы вяжем все петли лицевые до нашего клина. Далее вот мы дошли до нашего маркера контрастного цвета, поднимаем нашу протяжку, одеваем ее на спицу так, чтобы короткая стеночка была впереди, и эту протяжку провязываем лицевой петлей за короткую переднюю стеночку, так, чтобы здесь не было никаких дырочек. Далее 5-й наш ряд мы провяжем просто все петли лицевые. И далее по вот этой схеме, что мы сейчас с вами расписали, вот до 15 ряда включительно мы с вами провяжем самостоятельно и сделаем все прибавки. И встретимся в начале 16 ряда. Итак, я сделала все прибавки. То есть, как по нашим расчетам, я провязала 15 рядов. И теперь в каждом моем клине по 20 петель. Клиньев, напоминаю, у нас 7. Сколько сейчас получается высота моего берета? То есть вот эти прибавки у меня заняли, ну вот получается, видите, 5,5 сантиметров. И общая высота вот 8 сантиметров. Теперь мы должны разобраться, сколько мы должны провязать рядов просто лицевыми петлями до наших убавок. Вот этим расстоянием мы можем отрегулировать высоту нашей беретки. То есть если мы сейчас вот посмотрим вот эту беретку, то есть высота, как мы сейчас измерили, у нас получилось 22 сантиметра. Как она сидит на голове у ребенка, в начале видео вы тоже это все видели. Здесь еще очень идет важный момент. Если мы эту беретку свяжем сильно высокой, то да, с одной стороны плюс, что она будет хорошо вот драпироваться, то есть вот этот напуск получится такой достаточно большой. Давайте сейчас для примера я эту беретку одену на манекен. Но сразу скажу, что у манекена окружность головы и вот ее вообще размер соответствует годовалому ребенку. И вот сейчас я эту же беретку одену на этот манекен. Итак, вот смотрите. Здесь в кадр все не помещается. Вот я сейчас все покручу. Вот смотрите, голова у манекена скользкая, конечно, он немножко съезжает на глаза, но здесь не только в этом дело. Видите, получается какой напуск. С одной стороны, это хорошо смотрится и красиво, так как это нужно, так как мы можем это задрапировать по-разному. То есть можем назад вот этот вот напуск, можем на бок этот напуск сделать. И в любом случае и так все будет хорошо смотреться. Но берет мы вяжем ребенку. И здесь еще очень важный момент, чтобы этот берет сильно ребенку не слазил на глаза, так как если мы его свяжем сильно высокий, просто-напросто он потом будет вот слазить ребенку на глаза. И поэтому высоту нашего берета я рекомендовала бы вот делать примерно такую же, как мы вяжем и обычные наши шапки. То есть когда я вяжу шапочку для ребенка, я вяжу обычно примерно 20-21 сантиметр. Ну вот беретка у меня получилась 22 сантиметра. И вот, допустим, на ребенке вот 4, 5, 6 лет она сидит отлично. К примеру, если вы вяжете по этим же меркам для ребенка помладше, то как раз таки вот это количество рядов между прибавками и убавками можно сделать чуть меньше. И, соответственно, высота нашего берета получится немного меньше. Теперь, если мы будем говорить про этот берет, в этом берете
Вот это расстояние от наших прибавок до наших убавок я провязала 2,5 сантиметра, ну или что соответствует 8 рядам. Сейчас в розовом моем берете, который я вяжу в мастер-классе, я хочу связать на 2 ряда меньше. То есть я буду вязать не 8 рядов, а 6 рядов. Я думаю, 2 этих ряда принципиально никакого значения не будут иметь. Ну вот опять же, как смотрится этот берет и как будет смотреться розовый берет на ребенке, все фотографии обязательно и в начале, и в конце видео я вам ставлю. Поэтому после того, как я сделала все свои прибавки и в каждом клине у меня получилось 20 петель, я сейчас провяжу 6 рядов, ну или примерно около 2 сантиметров, просто все петли лицевые. То есть здесь никаких ни прибавок, ни убавок я делать не буду. Значит, маркер, который обозначает начало нашего ряда, я оставлю. Здесь смотрите сами, можете эти маркеры, которые обозначают наши клинья, оставить или их убрать, но в любом случае потом в последнем нашем ряду, когда мы будем провязывать, эти маркеры нужно будет повесить, поэтому в принципе можете их и не убирать. То есть вот 6 рядов. После наших прибавок мы будем провязывать все петли лицевые. То есть можете связать больше, если вы хотите, чтобы эта беретка больше свисала. Но здесь опять же, если для деток вы вяжете постарше, то это уместно, да. Но для маленьких детей я бы не рекомендовала вязать большее количество рядов здесь. Все, я закончила вязать 6 рядов без всяких убавок и прибавок. Вот здесь я маркером отметила. И вот тут маркера я провязала 6 рядов просто лицевой гладью. Давайте опять же это все сейчас измерим в сантиметрах. То есть если в сантиметрах, это у нас получается... Ну да, где-то там около 2 сантиметров. При провязывании этих 6 рядов маркеры вот эти, которые обозначают наши клинья, я не убирала. Поэтому если вдруг вы их убирали, опять их нужно будет повесить через каждых 20 петель. У нас будет опять идти клин, но теперь мы в наших клиньях будем делать не прибавки, а убавки. Маркер, который обозначает и наш клин, и в то же время сразу же начало нашего ряда, помещаем на правую спицу и приступаем к вязанию первого ряда наших убавок. Вяжем все петли лицевые, не довязывая до нашего маркера 2 петель. Так вот, как раз осталось у нас маркер, и перед маркером 2 петли. Эти 2 петли мы сейчас будем провязывать вместе лицевой петлей за заднюю стенку. То есть вот я вставляю спицу и этих 2 петли провязываю лицевой петлей за заднюю стенку. Маркер перебрасываю на правую спицу и опять вяжу все петли лицевые до нашего следующего маркера, не довязывая 2 петель. И вот опять перед нашим маркером осталось 2 петли. Эти 2 петли мы также будем провязывать 2 вместе лицевой за заднюю стеночку. То есть таким образом мы продолжаем вязать наш первый ряд, делая убавку вот перед нашим маркером, провязывая вот эти 2 петли вместе лицевой за заднюю стеночку. Вот везде, вот перед нашим маркером, в том числе и вот этим, перед этим маркером мы также сейчас вот провяжем вот эти 2 петли вместе лицевой петлей за заднюю стеночку. То есть таким образом довязываем вязать наш первый ряд до конца. Первый ряд я закончила вязать, нить контрастную я перебрасываю на правую спицу и приступаем к вязанию второго ряда. Во втором нашем ряду мы должны все петли провязать просто лицевыми. То есть наши убавления мы будем делать через один ряд. То есть во всех нечетных рядах, первый, третий, пятый и так далее, мы будем убавлять наши петли. И во всех четных рядах мы будем провязывать все петли просто лицевыми по рисунку.
Поэтому довязываем наш второй ряд до конца, провязывая все петли лицевыми. Второй ряд я провязала, и приступаем теперь к вязанию третьего ряда. И в нашем третьем ряду мы снова будем делать убавление наших петель. То есть опять вяжем все петли лицевые, не довязывая до нашего маркера 2 петель. То есть вот у меня осталось перед маркером 2 петли. Этих 2 петли я провязываю лицевой петлей за заднюю стеночку петли. Вот так. Маркер перебрасываю и опять вяжу все петли лицевые, не довязывая до нашего следующего маркера 2 петель. Вот осталось опять перед маркером 2 петли. Этих 2 петли я провязываю 2 вместе лицевой за заднюю стеночку. Все, таким образом довязываем наш третий ряд до конца, делаю убавку, провязывая вот этих 2 петли вместе лицевой за заднюю стеночку петли перед каждым нашим маркером. Надеюсь, вам понятно, каким образом мы будем убавлять петли у нашего берета. То есть убавку мы будем делать через один ряд, и провязывать мы вот будем 2 петли вместе за заднюю стеночку перед каждым нашим маркером во всех нечетных рядах. Все четные ряды мы будем вязать, провязывая все петли лицевые по кругу. Когда петель у нас останется на спицах немного, и вот уже будет неудобно распределять их по кругу, то в этот момент мы должны будем перейти на чулочные спицы. Чулочные спицы мы берем того же размера, каким мы вяжем основное полотно нашего берета, то есть номер 3,5 миллиметра. И то есть таким образом мы делаем убавки через один ряд до тех пор, пока у нас на спицах не останется всего лишь 7 петель. Почему именно 7 петель? Потому что у нашего берета идет 7 клиньев. То есть дальше таким образом убавляем наши петли самостоятельно через один ряд. То есть сейчас, напоминаю, мы с вами вяжем третий ряд, и в третьем ряду мы делаем убавку. Четвертый ряд провяжем все петли лицевые по кругу. В пятом ряду опять будем делать убавку перед каждым нашим маркером, провязывая 2 петли лицевых за заднюю стеночку петли. Итак, я закончила делать все убавки. Вот так у меня сейчас это все выглядит. И у меня осталось 7 петель, как я и говорила. Все эти 7 петель я распределила вот на 2 спицы. И сейчас мы с вами провяжем последний наш такой ряд. И в последнем нашем ряду мы провяжем по 2 петли вместе. То есть итого у нас сейчас с вами должно получиться, это я буду все провязывать сразу на одну спицу, итого у нас должно с вами получиться 4 петли. Вот раз, два, три, и вот последнее мы ее одну и провязываем 4. И вот у меня на одной спице 4 петли. Теперь сразу же из этих 4 петель мы будем вязать вот эту нашу пимпочку такую. Вязать мы ее будем полым шнуром из 4 петель. То есть сейчас мои петли расположены на чулочной спице, так чтобы можно было вязать вот и с одной, и с другой стороны. Нам понадобится 2 спицы. И значит, смотрите, вот мои 4 петли, и рабочая ниточка у меня сейчас идет с левой стороны. Мое вязание я не переворачиваю, а просто подвигаю вот в эту сторону, противоположную от той стороны, где у меня находится вот рабочая ниточка. Рабочую ниточку я вот помещаю вот так вот вперед и приступаю к вязанию первого ряда. Вот я вяжу первую петлю лицевую, вторую лицевую, третью и четвертую. Вязание не переворачиваю, опять передвигаю спицу в обратную вот сторону. Ниточку по этой же стороне вот за работой перемещаю сюда и приступаю к вязанию второго ряда. Тоже вяжем все петли лицевые. 1,
2, 3, 4. Опять вязание не переворачиваю, просто подвигаю спицу, ниточку вот по изнаночной, ну, по обратной стороне протягиваю, делаю такую протяжку и вяжу следующий наш ряд. Это у нас получается 3-й ряд. Смотрите, вот эта наша пимпочка, она у нас будет идти двойная. Что значит двойная? То есть мы ее сейчас вот вяжем, а потом вот так ее сложим напополам, и вот она у нас такая двойная получается. Поэтому вы вяжите ее вот в высоту, то количество рядов, насколько вы хотите, чтобы она выступала. Итак, вот этот шнурок полый я провязала, ну вот смотрите, ну где-то вот 5, там 5,5 сантиметров длиной, вот именно. Далее, это 8 рядов я сейчас провязала. Далее опять вязание, вот мы на противоположную сторону подвигаем. И эти 4 петли я вместе сейчас вот провяжу. Вот. Все. Петельку вытаскиваю подлиннее, кончик наш здесь обрезаю. И здесь вот сначала мы убедимся, что у нас ровненько все и аккуратненько. Затем мы это выворачиваем на изнаночную сторону. И вначале мы это должны зафиксировать. То есть я вот делаю такой вот закрепляющий узелок. Хорошенечко это все затягиваю, чтобы у нас этот пимпочка была вот плотно здесь зафиксирована и не болталась. И дальше просто этот кончик мы с вами прячем по отдельности. Каждую из ниточек я расслаиваю и закрепляю. Но я думаю, кончики мы с вами сейчас вот спрячем самостоятельно. Здесь, где у нас идет конец нашего вязания, и вот этот кончик вдоль вот этой резинки я спрячу это от начала нашего вязания. И вот, друзья, после того, как мы с вами спрячем кончики, наша беретка готова. Теперь нам осталось ее только постирать. Теперь я хотела бы еще сказать несколько слов по поводу стирки. Когда я связала вот эту беретку, я ее постирала. И далее на полотенце вот выложила вот таким вот образом, ровненько все поправила, чтобы ровненький был круг, чтобы все было хорошо и замечательно. После того, как беретка высохла, меня один момент не очень устроил. Опять же, может быть, это мое субъективное мнение, но, возможно, это кому-то пригодится, поэтому я здесь это озвучу. Значит, мне не очень понравилось, когда после высыхания я беретку одела на ребенка, и вот этот вот край, он получился достаточно такой острый. Мне хотелось немножко не этого эффекта, чтобы беретка имела вот по голове более такие округлые формы. И поэтому, знаете, что я сделала? То есть после того, как она высохла, то есть петли уже в любом случае все разровнялись, стали ровные и аккуратные. И далее я эту беретку взяла, смотрите, то есть я эту беретку одела на голову манекена. Но если, опять же, будет у кого-то такая проблема, можно одеть, я думаю, и на банку какую-то. То есть вот я ее одела. Дальше смотрите, что я сделала. Вот эти края вот так вот ровненько такой гармошечкой сделала. Видите, чтобы она вот такую форму имела красивую. Видите, вот здесь как гармошечкой так сделала. И дальше из поливизатора это все попырскала водой. То есть, чтобы она влажная стала. И поставила этот манекен около просто батареи, чтобы он примерно так и высох. И как раз таки после высыхания вот беретка стала вот у меня, вот края у нее такие стали более округлые, нежели вот когда она была вот именно сразу в сложенном состоянии. Здесь вот прям все вот такое было, понимаете, и по передней, и по задней части вот прям острый такой край. Я говорю, лично мне этот эффект не очень нравился, и поэтому я вот именно сделала вот таким образом. Поэтому, если кому-то это пригодится, можете пользоваться. Сильно, опять же, на большую банку мы не натягиваем, для того, чтобы эта наша резинка не растянулась. Видите, здесь у меня вот все свободно. Это я вам сказала просто для информации, так как, возможно, это тоже кому-то пригодится. Итак, друзья, надеюсь, у каждого из вас получились вот такие вот замечательные весенние береточки для ваших девчонок. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите меня пальчиком вверх.
подписывайтесь на мой канал. Ну а мы с вами обязательно еще встретимся в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.